легко. Приветствую вас, друзья! Сегодня наш с вами урок посвящен позам йоги стоя. Это те позы, которые очень важны для укрепления мышц и суставов ног, для укрепления нашей спины. Это те позы, которые наполняют нас энергией, и они очень важны, очень важно их правильно отстроить. Давайте мы с вами встанем сейчас и начнем нашу практику. Наши ноги близко друг к другу. И нам надо почувствовать стопами, пяточками, пальцами ног коврик, землю под ковриком. Мы расправляем плечи, грудную клетку. Я сейчас повернусь к вам боком, чтобы вам было хорошо видно сбоку, как я стою. Представим, что наше тело как скала, которая ровно стоит и не колышется от ветра. Это поза йоги Тадасана. Она так и называется, поза горы. Обратите внимание, я стою, и все мое тело устремлено вверх, от стоп до макушки головы. Расправлена грудная клетка, расправлены плечи, пальчики рук соединены и направлены вниз. Макушкой мы вытягиваемся вверх, ягодицы подтягиваем и подтягиваем мышцы промежности. Также натянуты наши коленные чашечки. Мы стоим и смотрим ровно перед собой. Сделаем полный глубокий вдох через нос и полный глубокий выдох, без пауз, без задержек. Прикроем наши глаза и настроимся на нашу практику. Сделаем еще один полный глубокий вдох и полный глубокий выдох. Почувствуем, как уходят посторонние мысли, уходит все то, что мешает, все тревоги и заботы сегодняшнего дня. Мы ощущаем все наше тело упругим и подтянутым. И на очередном вдохе мы, раскрывая ладошки, потянемся за руками вверх. Почувствуем, как вытягиваются наши ребра, грудная клетка. С выдохом ладошками вниз опускаем руки. Показываю боком. Вдох через сторону руки вверх. Ощущаем вытяжение во всем теле. И выдох. Руки опускаем вниз. И теперь мы вновь поднимаем руки вверх. Можно оставить их в этом положении. При этом мы стараемся не поднимать плечи. Обратите внимание, как я стою. Плечи я не поднимаю вверх. Если вам удобно, комфортно, мы можем пойти еще чуть дальше. Переплести наши пальчики рук в замок. И замок вывернуть вверх. И представить, как будто бы мы толкаем пространство вверх, как будто небо хотим ладошками толкнуть. При этом все наше тело остается натянутым. Почувствуем, как вытянулись наши ребра, живот, грудная клетка. И вновь мы здесь делаем полный глубокий вдох и полный глубокий выдох. Все время ощущаем это вытяжение вверх всего нашего тела. И снова глубокий вдох и полный глубокий выдох. Размыкаем пальчики наших рук и медленно, осознанным движением опускаем руки вниз. Почувствуем, как изменилось состояние наше. Уже наше тело все ровненько настроено на практику. И следующая поза йоги, которую необходимо знать начинающим, это наклон к ногам. Я покажу несколько вариантов этого наклона в зависимости от исходного уровня нашей гибкости. Мы чуть-чуть подсгибаем наши ноги в коленях и опускаемся примерно так, чтобы корпус был
параллелен коврику. И ладошками мы поставим ладошки чуть выше колен и как будто бы отталкиваемся от колен руками, вытягиваем спину, смотрим перед собой, почувствуем, как вся наша спина натянулась от копчика до макушки. Сделаем глубокий вдох и полный глубокий выдох. Чувствуем, как вдохи и выдохи прямо вот отзываются в нашей спине. Ощущаем вытяжение позвоночника и мышц спины. Запоминаем это положение спины. Ноги остаются чуть подсогнутыми. И мы начинаем расстилать живот по бедрам. Опускаемся. И наша голова повисла вниз. Руки повисли вниз. И почувствуйте, обратите внимание, мы положили живот на бедра. Ребра тоже мы положили на бедра. И за счет того, что наши ноги подсогнуты в коленях, нам очень комфортно. Макушка повисла, шея повисла. Все тело расслаблено. Почувствуем, как приятно ощущает себя наша спина от копчика до макушки. Вытягивается пространство между позвонками. Мы глубоко и ровно дышим через нос. Если вы чувствуете себя здесь комфортно, и ваша гибкость позволяет вам сделать более глубокий вариант позы, то мы пробуем выпрямить наши ноги. Может быть, это будет у вас так. Может быть, вы вообще сможете ноги полностью выпрямить и сделать то же самое с прямыми ногами. Главное, чтобы у вас не было чувства дрожи под коленями. Полные глубокие вдохи-выдохи. Поза вытяжения всей задней поверхности тела. Подышав так, побыв в этой позе примерно минутку, мы приподнимем голову, посмотрим вперед. И вот, возможно, здесь нам понадобятся кирпичики. Обратите внимание, у меня кирпичи для йоги специальные. Если нет специальных, вы можете воспользоваться двумя толстыми книжками. Вот обратите внимание, что я буду сейчас делать. Правая нога у меня остается впереди, левой ногой я отшагиваю назад. Здесь очень важно отстроить эту позу. Это поза всадника. Правая нога у нас впереди, левая сзади. Правое колено должно быть ровно над пяточкой. Вот так. То есть колено не должно выходить за линию носка. Это самое главное условие. Если вот вы так ушли, то это ошибка. Попробуйте вернуться обязательно назад. Кирпичи нам нужны под руки, потому что вот если вы начинающий, вам очень сложно, у вас пока не позволяют бедра, спина опуститься глубже, поэтому, может быть, даже вам придется кирпичики поставить чуть выше. А может быть, даже и так. Все зависит от исходного уровня гибкости. Я вам показала. Мне, в принципе, они не нужны. Либо с кирпичами, либо мы опустили ладошки на коврик. Левая нога, бедро нашей левой ноги смотрит строго в пол, в землю. Левое колено лежит на коврике. Мы смотрим перед собой, чувствуем, как тянутся наши бедра и делаем глубокие полные вдохи-выдохи. Если в этом положении вам комфортно, то мы можем усилить немножко натяжение ног и приподнять левое колено. И здесь можно немножко покачаться. Пружинистые такие покачивания вверх-вниз. Здесь мы чувствуем такое уже хорошее натяжение в передней поверхности левого бедра. Тут вы можете попробовать и также на кирпичах сделать то же самое. Они не нужны. Очень полезная поза для того, чтобы со временем растянуть ноги настолько, чтобы сесть в продольный шпагат. Очень хорошая поза. Здесь мы тоже находимся примерно минутку. И затем приподнимаем наш корпус, отрываем пальчики от коврика. И правую руку заводим вперед
Опять же покажу несколько вариантов для разных исходных уровней гибкости. Левое колено мы приподнимаем над ковриком и разворачиваем носочек левой ноги тоже чуть влево. Вся наша левая рука приближается к правая рука приближается к правой ноге. Ребро правой ладошки возле внутренней поверхности правой ноги, а плечом мы как будто бы толкаем коленом. И раскрываемся, левой рукой вытягиваемся вверх. Смотрим перед собой. Здесь, возможно, у вас возникнут затруднения, если вы начинающий практик. Мы, опять же, можем подкладывать кирпичик сюда под ладошку, вот тогда вам будет проще. Опять же, вот такой вариант. Если у вас кирпичей не оказалось и конечный вариант позы вы также сделать не можете, то очень хорошо поставить нашу правую руку на правое колено. Вот опираемся мы на предплечье. Тоже очень удобный, комфортный вариант. Поднимаем вверх левую руку. Вариант позы, когда мы уже глубоко достаточно хорошо растянуты, тело подготовлено, мы смотрим вверх. Но для начинающих тяжело держать баланс, поэтому мы просто, голова у нас будет макушка продолжением позвоночника, и, соответственно, голова у нас направлена, взгляд направлен перед собой. Здесь мы чувствуем, как работает, раскрывается наше левое бедро, правое бедро. Поза очень хорошо укрепляет наши ноги. И возвращаем левую руку, закрываем обратно наше левое бедро, опускаем наше правое колено. И правую ногу уводим назад, стоим на четвереньках. Здесь очень важно также отстроить эту позу. Наши ладошки находятся под плечами, колени под тазобедренными суставами. Поза кошки. И на вдохе мы прогнемся, наш живот и грудная клетка опускаются вниз, копчик с макушкой вытягиваются вверх. Это вдох. А на выдохе мы толкаем спину вверх, грудным отделом тянемся к небу. При этом подбородок опускается к груди, копчик с макушкой направлены вниз. Вдох, прогибаемся. Выдох, скругляем спину. На вдохе чувствуем переднюю поверхность тела, живот и грудную клетку. На выдохе ощущаем грудной отдел позвоночника и поясницу. И снова вдох. И выдох. Хорошо. И здесь мы посмотрим сейчас вперед. Сделаем вдох. Подвернем носочки, пальчики ног. И приподнимая колени, начинаем медленно выталкивать себя вверх. Поза собака мордой вниз. Я показываю вам сейчас облегченный вариант для начинающих. Для тех, кто не может полностью выпрямить ноги и опустить пяточки. Вот этот вариант замечательный на носочках, пятки приподняты. И наша голова повисла вниз. Голова, шея свободно расслаблены, чтобы вы могли мне прямо поболтать. Мы, конечно, это делать не будем, просто попробуйте, чтобы убедиться, насколько расслаблена наша голова и шея. И вот правильное положение собака мордой вниз, еще разочек проверьте себя. Ладошки под плечами, колени под тазом. Это очень важный момент отстройки данной позы. И еще разочек из этого положения мы на носочках приподнимаемся, колени над полом и выходим. Вот она, собака мордой вниз. Облегченный вариант позы. И когда мы перекатываемся потом на стопу, опускаем пяточку, это вариант позы, если вдруг вам доступен полный вот этот вариант. Видите, здесь тело образует треугольничек. Выбирайте вариант свой, доступный. Здесь очень важно
растянуться правильно, почувствовать, как работают наши руки, плечи. Пальчики рук расставлены, и мы ладошками отталкиваемся от коврика, вырастая вверх копчиком. Уводим плечи дальше от ушей. И вот почему нужно подсгибать здесь ноги, потому что если пока у вас спина кривая, да, вы не можете ее полностью выпрямить, значит, вам нужно подсогнуть ноги, и тогда у вас, вот мы отдаем приоритет спине пока в этом положении. Я думаю, что вы уже устали немного, если вы начинающий практик, поэтому мы опускаемся на колени, опускаем стопы, поза ребенка баласана. Мы опускаем лоб на коврик, опускаем руки, уводим их вдоль тела и спокойно лежим, расслабляемся, наша спина чуть скруглена. Мы ровно, спокойно дышим. И почувствовав, как тело расслабилось, дыхание восстановилось, мы вновь приподнимаем голову, потянемся за руками вперед. Вновь встанем в позу кошки, носочки подвернем, вырастем вверх, поднимая ноги. И подшагнем аккуратно ногами к рукам. И вспомните вновь наш наклон. Мы снова подсогнули немножко наши ноги, снова оттолкнулись ладошками от колен, вытянули спинку. Почувствовали от копчика до макушки линию прямую, вытяжение хорошее. И вытягивая живот, вытягивая ребра, мы укладываем наше тело и живот и ребра на бедра. Опустились и расслабили голову, спину, шею. И если это не предел для вас, то тогда мы выпрямляем ноги в коленях, выбираем свой вариант. Дышим ровно, спокойно, чувствуем, как вытягивается наша спина. Спина расслаблена. И снова мы приподнялись, посмотрели вперед. Ваши ноги, возможно, подсогнуты. И левая нога теперь у нас остается впереди. Правой ногой мы отшагиваем назад. И здесь мы снова отстраиваем нашу позу всадника. Левая стопа впереди, примерно на одной линии у нас пальчики рук и пальчики левой ноги. Опять же показываю вариант для людей совсем не гибких. Это кирпичи под ладошками. Не переживайте, не старайтесь сделать сразу так, чтобы это был полный у вас вариант. Все с чего-то начинают, поэтому при регулярной практике ваше тело будет становиться более гибким. Может быть, это у вас сейчас вот так или даже так. Выбирайте свой вариант и делайте пока его. Здесь мы стоим, дышим. Полный глубокий вдохи-выдохи. Чувствуем, как натягивается у нас сейчас передняя поверхность правой ноги. А теперь приподнимаем правое колено. Те, кто может это сделать и хочет усилить натяжение, мы стоим таким образом. И следующая наша поза. Заводим левую ладошку за левую стопу. То есть ребро левой ладошки у нас будет упираться во внутреннюю поверхность левой стопы. И приподнимая правое колено над полом, мы поворачиваемся вслед за правым бедром, вытягиваем вверх нашу правую руку. И опять же вариант
для начинающих кирпич, либо у вас кирпич лежит на в самом низком положении, либо вы его ставите чуть выше, или же вы опираетесь левым предплечьем о левое колено. Смотрим перед собой, не зажимаем шею, обратите внимание, линия шеи, позвоночник, макушка продолжает линию позвоночника. Мы дышим спокойно, чувствуем, как работают левое бедро, правое бедро раскрывается. Делаем так несколько циклов дыхания. Достаточно. Опускаем нашу правую руку, поворачиваем правое бедро, корпус вниз. Опускаемся. И левую ногу уводим назад. Вновь поза кошки. Снова напомню вам, чтобы вы не забывали отстроить это положение. Ладошки под плечами, колени под тазом. И со вдохом мы пригибаемся, копчик, макушка вверх направлены. Выдох, выталкиваем спину, поясницу и грудной отдел позвоночника вверх. Подбородок прижимаем к груди. Чередуем вдохи-выдохи. Вдох, прогиб, выдох, круглая спина. Вдох, выдох. И еще пару раз вдох. Чувствуем грудную клетку и живот. Выдох. Ощущаем грудной отдел позвоночника и поясницу. Вышли в нейтральное положение. И снова мы с вами выполним собаку мордой вниз. Опираясь на ладошки, пальчики рук расставляем, руки сильные. И приподнимаем колени над полом, выталкиваем себя вверх. И вот он, наш вариант собаки. Мы опускаем голову и выравниваем. Обратите внимание, линия рук и спины у нас ровненькая, от макушки до копчика. Вариант для начинающих и вариант для более гибких людей, если у вас хорошо вытягиваются ноги. Если вы спокойно можете опустить пяточки на коврик, но при этом у вас спина неровная, круглая, то я все равно советую вам приподняться на носочки и довести все-таки спину до максимального вытяжения. Дышим здесь полным глубоким дыханием. И теперь мы посмотрим вперед. Опустим колени. И вновь мы опускаем ягодицы на пяточки. Лоб опускаем на коврик. Руки уводим вдоль тела. Поза ребенка баласана. Дышим и мысленным взором просматриваем наше тело. Почувствуем, как расслабляется наша спина. Расслабим шею. Почувствуем, как восстанавливается и замедляется наше дыхание. И наше дыхание успокоилось, напряжение ушло. И мы вновь подставляем руки вперед. Качнемся вперед. И выпрямляя ноги в коленях, маленькими шажочками подходим ногами к рукам и через круглую спинку поднимаемся вверх. Расправляем плечи. И встаем в центр коврика.
широко расставляя наши ноги. Вот такое у нас расстояние. Мы почувствуем стопами коврик. Подтянем внутренние и внешние поверхности бедер. Подтянем живот. Подтянем мышцы промежности, ягодицы. И поднимем наши руки в стороны. Пальчики рук соединены. Руки натянуты, грудная клетка широкая. Руки параллельны коврику. И правую нашу ногу, пальчики правой ноги мы поворачиваем вправо. Левую ногу мы поворачиваем тоже вправо. Поднимаем руки вверх. Для начинающих это будет просто вытяжение рук вверх. Обратите внимание, грудная клетка, плечи, верхняя часть спины, все вытягивается вверх. И здесь мы начинаем нашу правую ногу сгибать в колени. Левая нога чуть-чуть проползает по коврику назад. Смотрим внимательно, у нас носочек правой ноги устремлен вперед, носочек левой ноги повернут чуть влево. Мы вытягиваемся, стараемся подтянутым держать наш живот и мышцы промежности, также мы подтягиваем. И дышим. Для начинающих эта поза часто бывает очень сложной, напряженной, но мы держим ее хотя бы немножко, хотя бы чуть-чуть. Даже если у вас уже сильное напряжение, мы держим. Поза воина очень хорошо укрепляет наши бедра, ноги. Устали? Ну что ж, давайте аккуратненько из нее выйдем. Опускаем руки, выпрямляем нашу правую ногу и поворачиваем правую стопу обратно. Ноги ставим устойчиво. Продышим, выполним несколько циклов дыхания, восстановим его. И теперь повторим на другую ногу. Вновь мы поднимаем руки параллельно коврику. Натягиваем руки хорошо. Пальчики рук соединены вместе. И носочек левой ноги мы поворачиваем влево. Доворачиваем наше правое бедро. Сгибаем левую ногу чуть-чуть, проскальзывая назад правой стопой. И поднимаем руки вверх, вырастаем. Следим, вот если у вас такое положение тела, то это ошибка. Попробуйте втянуть в себя живот и стараемся не прогибаться в поясничном отделе. Вытягиваемся руками вверх. Чувствуем вытяжение в грудной клетке, в лопатках, в плечах. Смотрим перед собой и дышим, натягивая правое колено. Хотя бы несколько циклов дыхания. Даже если вы чувствуете дрожь в ногах, попробуйте хотя бы чуть-чуть, хотя бы полминутки подержать эту позу. Замечательно. Выпрямляем ногу, опускаем руки, поворачиваем левую стопу. Стопы параллельны, все подтянуто. И теперь мы начинаем аккуратненько опускаться вниз. Обратите внимание, у нас подтянуты внутренние и внешние поверхности бедер, все так же натянуто. И нам надо опуститься сейчас не очень низко. Мы ладошками отталкиваемся от колен. Чуть выше колен стоят наши руки, пальчики направлены вниз. И смотрим, мы не заламываем шею, так мы не смотрим. Смотрим перед собой, в землю или в пол, если вы в зале. Спина натянута от копчика до макушки головы. Если так вам стоять тяжело, вот у нас есть наши замечательные кирпичи. Так, начинающим, пожалуй, если ваш уровень гибкости пока не позволяет, то мы стоим вот так. Кирпичики мы отводим от себя чуть-чуть, да, чтобы мы могли на них опереться, смотреть вперед. И у нас положение тела параллельно земле, параллельно коврику. Дышим.
Наши колени все время подтянуты также мышцы промежности. Если кирпичики вам не нужны, то возможно, даже у вас получится опустить руки на землю. Но если при этом у вас скругляется спина, то старайтесь все-таки немножечко приподнимитесь. Вариант также можно на пальчиках держать. Замечательно. На этом мы начинаем уже заканчивать наш комплекс. Приподнимаемся. Скорее всего, у вас уже возникло напряжение в теле. Давайте немножко встряхнем ногами, расслабим ноги. И очень-очень аккуратно мы с вами опускаемся, сгибаем ноги в коленях и начинаем расстилать нашу спину, наш позвоночник по коврику. Сначала нам надо скруглить спинку, опуститься на предплечье. Здесь очень важно, чтобы вытянулся позвоночник, то есть нам надо вытянуть поясницу, и мы опускаемся. Спина чуть скруглена, чтобы у нас тазобедренные косточки опустились, поясница, и затем лопатки, затылок. Ноги раскидываем по коврику. Мы лежим в позе шавасана, которую мы с вами выполняли в прошлый раз. Лежим спокойно на спине, наши глаза закрыты. Наши ладошки направлены вверх. Все тело расслаблено. Мы почувствуем, как волна тепла и расслабления наполняет наше тело и распространяется по нему. Почувствуем, как расслабляются наши стопы, расслабляются колени, расслабляются наши бедра, расслабляются мышцы промежности, расслабляется живот, мы ощущаем в нем тепло, расслабляется грудная клетка, расслабляются плечи, расслабляются локти, расслабляются запястья. Мы ощущаем расслабление и тепло в наших ладошках. Расслабляется весь наш позвоночник, от копчика до шеи. Расслабляются все мышцы нашей спины. Мы ощущаем, как расслабляется наш затылок и макушка головы. Расслабляется и растекается по коврику наше лицо, словно растаявшее мороженое. Мы ощущаем, как расслабляется вся кожа нашего лица. Полностью расслабляются наши глаза. И во всем нашем теле мы ощущаем приятное тепло и расслабление. Наше дыхание ровное, спокойное. С каждым выдохом наше тело входит в расслабление. Мы выдыхаем все напряжение.
И ощущаем, как расслабление, легкость и покой распространяются по всему нашему телу. Если у нас есть время, то мы лежим так еще немного. И теперь мы почувствуем, как постепенно наше тело начинает вновь ощущать притяжение Земли. Потянемся. Согнем ноги в коленях и повернемся на правый бок. И аккуратно вернемся из шавасаны в любую удобную позу с прямой спиной. Глаза пока закрыты. Сделаем глубокий полный вдох. Полный глубокий выдох. Почувствуем все наше тело. Поблагодарим пространство. И откроем наши глаза. Осознаем себя. Это был наш урок, посвященный позам стоя. Я надеюсь, что вы чувствуете себя бодро, комфортно. И сейчас покажу вам ваше домашнее задание. И это будет одна из тех поз, которые мы сегодня с вами выполнили. Поза, которая называется в йоге уттанасана. Поза вытяжения задней поверхности тела. Вот она. Вспомним, да, как мы в нее вставали, вытягивались, подсгибая ноги, опускались. И наша задача с вами, ваша задача будет в домашнем задании расслабить всю нашу спинку и пробовать потихонечку выпрямлять ноги в коленях. Итак, друзья, спасибо всем, хорошего дня, до следующего урока. Присылайте свои домашние задания, занимайтесь йогой с удовольствием.